Всем привет! С вами Алла. И сегодня для вас общий расклад на тему, когда она уже явится к вам. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свою колоду, свой вариант. Это будет первый, это будет второй. Итак, когда явится загаданная женщина в первом варианте? Слушайте, ну она тут планировала выходить на связь. Здесь такое ощущение, знаете, как будто она уже начинала писать СМС, потом стерла СМС. Вот как будто уже набирала ваш номер телефона и сбросила. Здесь человек много раз делал попытки с вами связаться. Но в самый последний момент она почему-то сбрасывала все. А почему ты сбрасывала? Звонки, удаляла смски. Но она считает, что вы от нее отдалились. Она считает, что вы сейчас не хотите с ней общаться, и для нее выход к вам, ну, это больше про унижение. Типа, зачем я буду выходить к нему сейчас на связь? Чтобы что? Чтобы он вас гордился и посчитал, что типа он меня победил. Почему-то женщина меряет ваше молчание какими-то категориями, типа кто кого. Ну, типа, если ты молчишь, значит, ты меня таким образом пытаешься подавить. Раз ты не выходишь на связь, значит, ты таким образом пытаешься мне что-то доказать. Пытаешься как-то нарушить мои границы. Пытаешься мне что-то навязать. То есть ваше молчание она воспринимает, вот как будто вы ее таким образом воспитываете. Типа, знаете, как спесь с нее сбиваете. А она, в свою очередь, понимает, что, ну да, я хочу с тобой пообщаться, но я не хочу перед тобой унижаться. Ребят, расклад общий, и я не знаю, почему карты здесь говорят про унижаться. Вот сколько здесь смотрят людей, столько здесь разных ситуаций. То есть у каждого из вас будет какая-то своя история, почему женщина считает, что ваше молчание – это про унижение и ее. То есть женщина считает, что если она первая выйдет на связь, вы это как-то проинтерпретируете как ее слабость. Знаете, вот если так можно выразиться грубо, вот как будто вы ее добьете тем, что вот, вот, вышла первая на связь, ну вот сейчас я тебе тут наваляю своих условий. И вот она почему-то так это видит. Ей почему-то кажется, что вы не обрадуетесь тому, что она выйдет на связь, а вы обрадуетесь тому, что вы взяли вверх, и вы как бы ее подчинили себе. Вот она эту ситуацию видит примерно так. Да, поэтому она выбирает аркан повешенный, типа ничего делать не буду. Женщина считает, что это будет унижение для нее, если она выйдет на связь.
Ей кажется, что вы ей будете припоминать что-то. Знаете, как будете манипулировать. Типа, как вам это какие-то очки добавит, то, что она первая вышла на связь. И она очень боится уязвимости в данном случае. Здесь про то, что я не верю в то, что ты меня любишь. Знаете, вот как будто она не верит в то, что вы ее любите. Она почему-то вбила себе в голову, что вы хотите ее наказать. Типа проучить. И вот она прям застряла в этой версии. Может быть, ей кто-то вбил в голову это. Может, кто-то постарался тебе это вбить. Тут были другие мужчины. Смотрите, здесь был негативный опыт в прошлых отношениях. Что она выходила на связь, и мужчина отыгрывался по полной программе. То есть в прошлых отношениях, когда было молчание, и женщина потом сама выходила на связь, то те мужчины, они потом пытались всячески либо унизить ее, либо обесценить, ну, либо действительно как бы манипуляциями занимались. И она запомнила этот негативный опыт. И на сейчас вот этот незакрытый гештальт, ей кажется, что с вами теперь опять повторится эта же история. Ну, типа, что вы спите и видите, как бы ее размазать и как бы ее унизить. И даже если вы вообще ни сном, ни духом об этом не знаете, и у вас в голове даже никогда такой мысли не было. Ну вот и у человека есть такая травма. Травмы есть у всех, психологические. Вот у нее такая травма, что если я выйду на связь, то ты обязательно этим воспользуешься и сделаешь мне больно. Поэтому я подожду, пока ты выйдешь сам на связь. Так что, единички, сегодня карты показали такую историю и дали такой ответ. Кому расклад понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что я астролог, таролог и психолог. Вы можете меня заказать как психологическую консультацию, так и расклад на таро, так и прогноз астрологический на какой-то период. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, а мы переходим к двоечкам. Когда ты уже явишься. Двойки. А тут женщина ушла в другие отношения. Угу. Вы можете об этом знать, либо догадываться, либо вам кто-то уже об этом сказал. А зачем давайте отношения пошла? Знаете как, здесь после вашего расставания женщина пошла в отношения просто так, без какой-то цели. Знаете, чтобы не было одиноко и не было больно. Здесь нет никаких чувств к этому человеку, типа, ну, симпатичный, ну,
ну, нормальный. Ну, вот такой, знаете, ни о чем. Здесь по второму варианту вы можете долго молчать. Тут может быть полгода, 3 месяца. Здесь женщина какое-то время вас ждала, а потом тут вмешалась какая-то то ли подруга, может быть, то ли сестра это может быть. Ну, вот какое-то близкое женское окружение. У кого-то даже мать может отыграться. И здесь как бы так, знаете, примерно был разговор, что зачем ты его ждешь? Ну, молчит, да и молчит. Забудь ты его. И знаете, как-то тут капали так на мозг, с точки зрения, что вот как-то ей и прокапали на мозг. Типа, а действительно, а чего я его жду? Ну, наверное, если бы я ему была нужна, то, наверное, бы он вышел сам на связь. Наверное, он бы как-то хотел меня вернуть, там добивался бы меня. А так молчит. Ну, значит, я ему не нужна. И вот женщина с таким выводом ушла в другие отношения. Нравится ли тебе в других отношениях? Вообще нет. Ей плохо в тех отношениях. Вообще не ее человек. Абсолютно непонимание друг друга. Вообще какие-то отношения ни о чем. А что ж ты там находишься? Ну, типа, знаете, как на безрыбье рак рыба. Потому что тот мужчина, которого она любила, его нет. Это вас любила. Ну, скажем так, да, мужчина тут отвернулся, который был нужен. Опять же, видите, здесь про то, что мужчина манипулятор, мужчина подавлял, мужчина был авторитарным, мужчина контролировал. Мужчина хотел прогнуть женщину под себя, сделать себе удобной. Она это так видела. Поэтому она для себя приняла решение, что, ну, как бы молчит, я ему не нужна. Авторитарий, подавляет меня, не считается со мной. Ушла в другие отношения. Тут ее никто не подавляет. Во вторых отношениях здесь мужчина какой-то спокойный, ровный. Девятка чаш это про то, что либо он такой тютя-матютя, либо он настолько ее любит, что он ей все прощает. Так как расклад общий, то у кого-то будет отыгрываться тютя-матютя бесхарактерный, у кого-то то, что он ее любит. Но ее это не устраивает, потому что его она не любит. Вот и получается, что отношения вроде бы есть. И вроде бы в них неплохо со стороны это все смотрится. Но счастья в этих отношениях для нее нет. Понимаете? И к вам она тут возвращаться как бы тоже не понимает, а как возвращаться, если ты закрылся, если ты стоишь в позе. Что ты думаешь, если вернуться? Не, десятка мечей. Типа он не примет, он не поймет, он не простит. Смысл унижаться. Даже если вы тут думаете про то, что вы бы ее простили, если бы она попросилась назад, то ей кажется, что это невозможно. Ей кажется, что вы ее никогда не простите, и назад дороги нет. Вот по этой причине, да, иногда там среди ночи, например, вот когда ей не спится,
Она может вам писать смс-ку и стирать. Может смотреть на телефон и думать набрать вас, а потом класть телефон и понимать, что это полный бред. И делать этого не нужно. Как это все можно назвать? 8 мечей. Знаете, как это можно назвать? Это, сейчас я подберу слово, как же эта эмоция называется? Беспомощность, обреченность, вот, обреченность. Это называется обреченность, когда ты не понимаешь, вот в какую дверь стучаться, потому что все двери закрыты. Окна все закрыты, дымоход закрыт. Ну, то есть, куда бы ты там ни пытался там подкопаться под дом, не подкопаешься. Окна закрыты, двери закрыты, дымоход завален. Ну, то есть, в дом ты попасть не можешь. Ну, вот и что остается? Уйти от этого дома. Вот вам и обреченность. Ну, все. Она поняла, что здесь конец. Так что, двоечки, вот такой получился расклад. Не знаю, что хотели высшие силы вам этим сказать, но вот сегодня была такая информация для общего расклада. Напоминаю, что это был общий расклад. Берите отсюда только подсказки от Вселенной. Но это не руководство к действию. Если вам нужна помощь конкретно для вашей личной истории, под вашу конкретную женщину, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Если не можете сами разрулить или понять, или продумать стратегию поведения, обращайтесь ко мне и как к тарологу, и как к психологу. Я помогу вам разобраться, как себя лучше вести, как дальше с ней мириться, если вы хотите мириться. Ну, либо же наоборот, помогу вам отпустить эту женщину, отпустить свою боль и пойти дальше в свою свободную уже жизнь. На этом все. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем пока.